Всем привет! Всем привет! Я сегодня вышла в эфир, чтобы попытаться нарисовать пейзаж цветочный. Не знаю, насколько у меня опять же это получится, потому что эфиры у меня обычно такие спонтанные, когда у меня позволяет время в моей семье. Поэтому и сегодня не обещаю, что я все в эфире дорисую, но если дорисую, я обязательно его сохраню. Тот мастер-класс рисуем мы сегодня в рамках марафона цветочного, марафон «Любимые цветы». Привет, привет всем! В рамках этого марафона я уже выложила для вас мастер-класс, почти часовой, подробный, который я записывала с чувством, с толком, когда у меня на это была возможность, который я озвучила и постаралась вложить туда много своих каких-то наблюдений за годы рисования. Сегодня, если все-таки получится нарисовать, я хочу нарисовать не просто цветы, а моя тема это полевые цветы, это лесные цветы. Сегодня я хочу нарисовать цветы прямо в природе, в пейзаже. Вот, к сожалению, смотрю сейчас, у меня не вижу функции, чтобы слайд показать. Почему-то у меня в Инстаграме такой функции в прямых эфирах я не обнаружила. Не знаю, может быть, как-то переустановить надо, не знаю даже. Привет, привет. Поэтому я вам сейчас покажу этот слайд, который я буду рисовать, этот фотореференс. Я его показывала вообще в сторис, он есть. И буду уже показывать свой лист. Так, сейчас я сразу камеру переключу и будем работать. Постараюсь сегодня, чтобы у меня была видна и палитра. Я очень рада, кто уже познакомился с мастер-классом на моем канале YouTube. Да, я старалась все-таки сделать его подробный такой, потому что в эфирах, даже когда рисую, не всегда удается захватить все, что планирую. А когда в записи рисую, то там можно что-то где-то приостановиться и не рисовать за раз. Вот так вот, я думаю, будет видно. Что я делаю? Я, во-первых, сразу приготовлю лист. Сегодня я рисую на хлопковой бумаге. Опять же, это бумага Баохонг. Так, секундочку. Вот такой лист. Ну, это примерно, даже не знаю, какой формат. Меньше А4 точно. Я его закрепляю на пластиковый планшет. Ну, вообще можно хоть к столу прилеплять, потому что сегодня я работаю не смачивая, не вымачивая лист. Хотя вот Баохонг хлопок по-хорошему бы промыть. Но у меня некогда было сегодня совершенно подготовить его заранее. Поэтому я просто разрезала вот такой вот листочек. И сейчас малярным скотчем, пользуюсь вот таким малярным скотчем. Кто-то спрашивал, что какой хороший малярный скотч, чтобы потом он не отдирал слой бумаги. Ну вот этот малярный скотч точно не отдирает слой бумаги. Если же у вас все-таки такая приключается история, что вы в конце работы малярный скотч снимаете, и у вас снимается вместе с ним верхний слой бумаги, просто-напросто прогрейте, прежде чем снимать скотч, это место феном. И он прекрасно уже сам отвалится. Такой лайфхак вам. У меня листочек что-то сильно продолговатый получился, вот такой. Я его немного скотчем срежу. Ну, с боков оставлю как есть. Сейчас мы вместе нарисуем карандашный рисунок. Я думала сначала его предварительно сделать, а потом выйти в эфир. Ну, думаю, ладно, пусть все будет по-честному. Если уж не успею нарисовать, то не успею всю работу. Поэтому сразу предупреждаю, если вдруг кто-то со мной будет рисовать онлайн, есть такая вероятность, что мне придется прерваться. Потому что вот насколько хватит моих детей в тишине, я не знаю. Оля, привет, рада видеть всех. И даже тех, кто будет смотреть записи, если она будет. Так, ну это я пока отложу. Смотрите, я сначала делаю эскиз. Я забыла вам показать. Все-таки обещала. Референс. Вот такой вот мне понравился фотореференс. Петр Косых, автор этой замечательной фотографии. Мне единственное, что кажется, вот этот момент по композиции, вот этот вот здание, ой, неудобно. Я его хочу немного сместить вот сюда, вот сюда. То есть оно не будет как бы, оно тут вот почти посередине, я хочу его немножечко сместить. Ну, сейчас вот буду строить эскиз,
и покажу вам. Ну и плюс фокус все-таки у нас сегодня самый главный объект — это цветы, поэтому ромашки у меня будут на переднем плане. Ну а здание, оно, в общем-то, само собой будет четким, но не будет такой акцент на нем стоять. Все-таки цветочки у нас сегодня наша тема. Вот в сегодняшнем мастер-классе на YouTube я уже показывала, что я эскизы делаю в альбомчике. Там я не показала этот альбом, сегодня вот покажу вам. Всем добрый вечер, добрый день, кто только что присоединился. Вот такой альбом, я их накупила, честно говоря, целую кучу. Я в нем делаю какие-то эскизы, какие-то скетчи. Ну, скетчи давно уже, честно говоря, не делаю в нем, а надо бы. Потому что и акварель, видите, классно на нем очень получается. Она такая текучая за счет того, что фактуры в этом альбомчике нет вообще. Он гладкий, как вот обычный альбом для рисования. И в нем очень здорово делать эскизы какие-то. Вот я книги иллюстрирую, я в нем делаю эскизы для книг. Также, вот если мне надо какой-то поиск композиции, например, как сейчас, вот я делала, да, то, что в мастер-классе на ютубе, вот она, это и есть этот рисуночек. Делаю какие-то быстрые, вот я на шелке рисовала, тоже делала предварительный быстрый эскиз. Быстрые какие-то маленькие композиционные такие решения я делаю следующим образом. Во-первых, раз у меня вот бумагу я закрепила вот такого формата лист, то есть он у меня вот такие пропорции сторон у прямоугольничка, значит, я вот такой прямоугольничек и рисую, маленький. Вот видите, я к эфиру готовиться пыталась, и я уже что-то тут черкала. Вот такой прямоугольничек, прямо маленький, то есть эскиз занимает буквально 10 минут. И я смотрю, где у меня что будет располагаться. Ну, во-первых, здание я смещу, примерно линия горизонта вот здесь будет, здание будет вот здесь. Простыми формами прямоугольничек и крыша. Вот она, крыша будет, здесь купол. Чтобы понять, как мне на чистовике уже работать. Здесь маковка маленькая и вот такой вот пик. Вот это будет здание. Здесь, может быть, еще одну крышу сделаю, которая там выглядывает. Ну, не факт. Все. Здесь у меня пойдут ромашки. Это такая масса, такое море ромашек. Значит, вот здесь вот я такими тоже простыми формами показываю. Раз ромашка. Можно вот так вот ее обрисовать. 2 ромашка. Опять же, вот на фотографии, если вы посмотрите вот в моих сторис, там ромашки, как бы они идут по центру, таким букетом. Вот я здесь не хочу делать совсем их по центру, они будут у меня более хаотичными, наверное. Хотя как получится. Обычно я нарисую целую кучу там эскизов, а потом у меня по ходу дела получается что-то совсем другое. Все, сюда ромашки будут уже расфокус. Наверное, если у меня так получится, они уже в расфокусе. То есть фокус будет вот в этой части. Здесь пойдут, чтобы у нас композиция была красивая, то у нас здесь будет вот такая штука торчать большая, а здесь будет пустота. Чтобы такого не произошло, во-первых, сюда можно пустить елочки на задний план. Можно это придумать, хоть там их и нет, ну пусть они будут. А сюда вот эти травинки, которые из ромашек вот здесь вот торчат, плюс где-то, может быть, клевер еще будет. Там посмотрим по ходу дела, можно прям краской набрызгать, и будет клевер. Вот, собственно, это и все. Вот он такой эскиз. Дальше я уже перехожу к работе на акварельной бумаге. Я меняю карандаш. Зачем я это делаю? Когда я рисую эскиз, мне нужно вот при малейшем нажатии, чтобы у меня появлялся рисунок. Я беру, у меня уже такой отгрызок остался, но это на самом деле очень мягкий карандаш Б. Я беру его. Когда я рисую на акварельной бумаге мне уже нужен вот такой вот твердый карандаш. Видите? Это Kohinoor. Ну, короче, H он должен быть. Тут написано Hard Move. Вот, в общем, это, наверное, есть твердый. Вот им я буду уже рисовать на моей акварельной бумаге, чтобы у меня на акварельной бумаге ни в коем случае, так, наверное, не войдет, не было лишних каких-то жирных полосок карандашных и так далее. Ну вот он, линия горизонта. Я ее не прочерчиваю, потому что ее четко здесь не будет. У нас будет трава переходить в небо и в здание. Поэтому я ее так для себя наметила. Можно вот так вот ее сделать на малярном скотче. И здание смещу вот сюда. Вот его ось будет. Тоже вот прямо легким движением. Может и не видно там сильно, но оно есть.
Очень такое. Я не сильна, честно вам скажу, в архитектуре. Я ее рисую редко. Но вот здесь она просится. Поэтому легкими движениями, особо не прорисовывая. Это здание я покажу. Так, там идет здание, вот этот, как храм это или что-то такое. Оно похоже чем-то на маяк, мне напоминает. Там вот место как балкон, типа балкон. И крыша. Тоже, опять же, я вроде как ориентируюсь на фото, но я не следую вот прямо как там. То есть я вправе добавлять какие-то свои элементы, изменять какое-то положение. Оно у меня сейчас будет симметрично относительно центра. Ну да, запись, я надеюсь, будет, если я успею дорисовать. Но я очень надеюсь, что успею. Я не буду сегодня прорабатывать ее. У меня точно не будет 2 часов для работы. И вообще, если вы заметили, обычно мои какие-то все работы очень быстрые. Потому что у меня действительно нет такой возможности рисовать очень долго. Если есть, то ее нет. А если я рисую какие-то долгие работы, это значит, я рисую их в несколько заходов. Раз сегодня я рисую в эфире, я постараюсь все в один заход сделать. И, соответственно, я думаю, что я за час уложусь. А может и меньше. Так, ну вроде вот прямо. Я не очень удачно приклеила свой лист. Видите, у меня вот так вот планшет, а вот так вот лист. И мне, может, сложно сейчас будет ориентироваться, чтобы у меня не поехало куда-то в бок. Привет всем, кто присоединился. Все, здание больше не прорабатываю. Ну, можно вот там крыша, пусть какая-то такая выглядывает. Ну, посмотрим, может, ее и не будет. Дальше набрасываю ромашки. Ромашки простыми формами. На переднем плане они здесь у нас, они крупные. Значит, я вот такую серединку рисую. Где-то еще серединку рисую. А может быть, в принципе, их и не делать. Не вырисовывать. Не, на всякий случай можно прорисовать. Как я рисую ромашки? Серединку нарисовала. Потом рисую окружность, такой эллипс, где у нас лепестки будут заканчивать. И чтобы не прорисовывать каждый лепесток, я уже знаю, где они заканчиваются. В общем, не хочу, честно говоря, прорисовывать все эти ромашки. Мне лень. Ну и плюс потом в ходе работы, может быть, акварель так потечет, что ромашки будут совершенно в другом месте. Не буду прорисовывать их, как и клевер. Ну, вот такой набросок. Так, еще раз вам покажу фотореференс, чтобы имели представление, что мы рисуем. Видите, как минимально я сделала карандашный рисунок. Hi, everyone! Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, почему строительный скотч портит бумагу? Ну вот я уже вначале сказала про скотч. Я не знаю, вот у меня, наверное, мне повезло, у меня ни разу скотч не портил бумагу. Но если такое бывает, а я слышала, что такое реально бывает, потом она с верхним слоем отрывается. Вы просто после того, как закончили работу, нагрейте это место феном, и он так сам сразу прямо отвалится у вас этот скотч, не оставляя никаких ни следов, никаких повреждений бумаги. Все, я подготавливаю свою акварель. Какие цвета, я даже не знаю, нам понадобится. Я в ходе сейчас работы буду рассказывать, что я буду использовать. Постараюсь палитру тоже вместить, потому что у меня обычно я не подбираю цвета никакие до работы. Ну, у меня как-то все экспромтом идет. Так, я, наверное, сейчас еще скотчем. Вот мой скотч. Я вот такой закупаю, стараюсь, по крайней мере, вот с такими вот клеточками. И мне он нравится. В строительном магазине, кстати, да, я его покупаю в строительном магазине. Как-то в Леруа брала скотч, когда была в Красноярске, покупала в Леруа. Тоже прекрасно он себя вел. Я сейчас планшет просто зафиксировала немножко, чтобы он не юлозил туда-сюда и из камеры не уходил. Все, начинаем мы работать, не увлажним. Хотя давайте увлажним. Вот прям так я придумала. Хотя может быть плохо, что я не продумываю изначально, что я буду делать, как я буду делать. Но примерно я понимаю, что у меня будет, во-первых, красивая заливка неба. Что в этой работе должно привлекать? Красивая заливка неба, очень плавный градиент. Это, скорее всего, рассвет, потому что и на фотографии мне хочется так сделать. Вот здесь будет голубоватый фон, сюда мы уйдем на желтоватый. Помним, что если голубой смешается с желтым, получится зеленоватый оттенок, нам это ни к чему. Поэтому сейчас будем заливать очень так нежно. Далее,
вот это здание, оно по тону темнее, чем небо, поэтому я могу залить все, не обращая внимания на здание. У Алены, кстати, в мастер-классе была подобная показана техника, предыдущий мастер-класс нашего марафона. Она тоже заливала, не обращала внимания на купол. Но единственное, здесь я немножечко выберу краску, сейчас посмотрите, чтобы у меня купол, вот этот, не купол, вернее, а стены так прям светились таким красивым желтым цветом. И сразу же я должна уйти на траву, потому что я хочу, чтобы у меня не было какого-то резкого такого перехода. Небо, трава, у меня трава на переднем плане с ромашками, она плавно должна уйти в небо. Я смачиваю весь листок сейчас. Редко работаю полностью по сырому первый слой. Частично я работаю по фрагментарно увлажненной бумаге. И в мастер-классе, который уже на ютубе у меня, там вот как раз таки способ, когда я частично увлажняю лист бумаги. Ну вот сейчас, почему я еще полностью увлажнила, он сейчас махом будет сохнуть, у нас дома очень сухой воздух. А сейчас, пока я буду работать над небом, у меня уже подсохнет низ. Поэтому я не переживаю, что на ромашке у меня там зелень какая-то наплывет. Так, работать буду какой-нибудь кисточкой такой, не тонкой. Например, вот эту очень люблю. Это кисть от Pinax Poseidon Белка Микс. Вот такая, люблю очень. Ее 8. Она у меня уже старенькая. Надо уже что-то присматривать. Итак, на небо я набираю ультрамарин. Надо было краски мне увлажнить сначала, уже все засохло. Ультрамарин. И чуть-чуть добавляю голубой. Невская палитра, и то, и другое. И в смеси он даст вот такой красивый цвет. Раз это хлопок, вот здесь уже все высохло. У меня есть возможность особо не торопиться. И помню, что при высыхании он, конечно же, станет более светлым. Смотрите, я сразу же здесь провела и плавно ухожу на воду. Я приклеила планшет, а так бы, знаете, сейчас планшет подняла, оно бы само стекло. Тут же, вот у меня почти на воду я здесь ушла. Здесь нужен цвет такой желтовато-абрикосовый, что ли. Я беру кадмий желтый. К нему добавляю капельку вот такой розовой. Это у меня карминовая. Смотрите, получается, вот он не оранжевый, а он такой слегка прям. Такой вот. Начинаю теперь я снизу и вот сюда подвожу. Таким образом у меня не получится никакого зеленоватого оттенка. У меня, они не смешались на бумаге, мой синий и мой желто-оранжевый. Поэтому у меня вот получилась такая история. Здесь у меня уже подсохло, поэтому, чтобы не было стыка, я вот так прям ухожу на воду. Все. Небо готово. Видите, как все быстро. Не придется даже мне ничего выбирать, потому что, в общем-то, синий не зашел вот сюда, где я планировала оранжевые отблески на стенах. Все. Небо готово, мы идем на нижнюю часть работы. Я увлажню нижнюю часть, она у меня совершенно высохла. Но это, конечно, видите, зависит от влажности в помещении. У нас очень сухо и тепло, и поэтому вот так вот махом все у нас сохнет. Скажите, пожалуйста, как видно? По-моему, плохо видно. У нас, видите, уже темно. У кого-то обед, а я живу в Сибири, у нас уже 8 час вечера, поэтому видно, по-моему, плохо. Ну вот ничего не поделаю с этим. Может быть, бликовать будет. Хотя я могу, конечно, поставить вот так камеру. Но я не знаю, сомневаюсь. Мне кажется, так не очень, да, будет. Вот так вот, если. Ну или давайте поставлю. Попробуем так порисовать. Тут что-то как-то вверх, когда сверху, как-то не очень, по-моему, видно. Сейчас, секундочку. Закреплю. У меня тут еще один штатив есть. Вот, смотрите, мне кажется, так получше будет. Так. И фотореференс мне удобно показать. Вот. Вот. Все вот здесь тоже высохло уже, все напрочь. Ну, в принципе, раз мне нужны в расфокусе ромашки в нижней части, лучше как изначально. Ну, давайте уже так ромашки здесь нарисую, а потом поставлю камеру изначально. В нижней части ромашки в расфокусе, поэтому мне хорошо, что тут вода. А вот в верхней части ромашки должны быть у меня, каждый лепесток прорисован. Если у меня сейчас
зайдет на ромашку мой зеленый цвет, я уже его потом не высветлю, поэтому вот так я их протерла. Намешиваю зеленый, он у меня будет вот здесь вот освещенный солнцем, поэтому я намешиваю, беру чистый зеленый, вот такой. Это зеленый от Невской палитры. Далее сюда добавляю или вот этот оранжевый, или просто кадмий желтый, не скупясь. И получаю вот такой солнечный цвет. И пока у меня здесь все такое влажненькое, так, лучше встать, я начинаю вводить мою зелень. Здесь уже высохло, поэтому можно было тоже увлажнить. Ах, сколько много человек хотят участвовать в моем прямом эфире. Если бы действительно это было так, я бы с удовольствием, конечно же, добавила. Но я думаю, что это либо ошибка, либо какое-то баловство. Все, теперь я обхожу ромашки. Здесь я их должна прямо обойти. Более насыщенный надо цвет, потому что он прям очень сильно просядет, когда высохнет. И небо тоже будет еле-еле видно. Голубизну тоже можно было делать изначально более яркое, более насыщенное. И кисточку надо другую. Этой кисточкой я, наверное, ничего не сделаю. Так. Здесь еще не просохло. Давайте вот здесь пока прорисую. Ромашки у меня здесь расфокусе, поэтому я их могу рисовать по-сырому. Потом в любом случае, когда это все дело высохнет, можно будет уточнить. Я намечаю, где они у меня будут. Оставляю место. У меня такой сегодня скетчевый будет, наверное, пейзаж. Чтобы по-быстренькому. Вот здесь пусть будет еще ромашечка. И я хочу добавить для еще большей такого разноцветия, вот так выберу, я добавлю еще клевер. Клевер будет розовым, чистой карминовой. И сейчас приготовлю синтетическую кисточку, вот такую кисть у меня синтетика от Малевич. У нее очень острая вершинка, поэтому я могу легко прорисовывать лепестки ромашек. А вот тойка, она у меня уже, потому что старенькая такая, у нее вершинка износилась, и я ничего не сделаю ей. Хотя можно работать в паре. Вот так вот лепесточки все не буду прорисовывать. Вот в паре, видите, она много очень краски держит, и это здорово помогает. А вот в синтетике у нас очень мало. И очень быстро она заканчивается. Синтетика есть синтетика. Ну, у нее свои плюсы. Здесь тоже покажем, что это ромашка. Вот чем хорош хлопок. Я работаю по-сухому. Начала, вернее, я его не вымачивала. Начала спокойненько рисовать, просто увлажнив. И у меня еще не высохла верхняя часть. Я могу, здесь маленько размою, я могу спокойно вот здесь вот дорабатывать, прорисовывать. И у меня не будет стыков. Так, шерстинка попала. Здесь может ромашка на ромашку зайти, например. Вот такие работы, честно говоря, никогда я не рисую уже в это время. Я не могу рисовать. У меня лампа бликует, и мне очень плохо видно. Я стараюсь и так уже, и сяк. Поэтому, если я рисую вечером, то какие-то, вот как я в прошлых эфирах показывала,
какие-то совсем малюсенькие зарисовки. А здесь А4 формат, и мне уже очень сложно увидеть работу целиком и ее рисовать. Вот какие-то такие ромашечки. Здесь тоже она пусть пойдет в расфокус. Днем, когда рисуешь, со светом дружишь, а здесь борешься со светом. И свет-то, в общем-то, неплохой сам по себе. Но вот это такие вот блики идут, очень тяжело увидеть. Так, здесь у меня уже все высохло. Ну, пусть тоже будут какие-то очертания ромашечные. Так. В принципе, раз это хлопок, можно вообще не заморачиваться по низу работы. Я уже рисую просто как привыкла на целлюлозе за раз, чтобы все охватить. Можно это все сделать потом, ведь он потом прекрасно можно намочить этот участок бумаги и продолжить работу. Но вот я, так как чаще всего работаю на целлюлозе, я привыкла все делать в один присест, а-ля прима называется такая штука. И поэтому и сейчас я стараюсь прорисовать все. Вот я даже, видите, и не стала вспоминать, как у меня располагались ромашки. Нарисовала, как вот рука дрогнула. Может, и зря. Вот в том мастер-классе я ей показала тоже, какую я ошибку допустила композиционную. Потому что не продумала, где должны располагаться у меня бутоны. И начала рисовать по велению сердца, и у меня получилось там маленькая. Если какие-то лампы, чтобы заменить дневной цвет. Ну вот у меня хорошая лампа, она вроде как должна заменять его. Все равно не то. Я беру карминовую и добавляю, карминовую и чуть-чуть синего вот этого, который у меня был от неба. И где-то добавляю всполохи клевера. Мы его потом проработаем вторым слоем, будет классно. Должно быть классно. Никогда не знаю, что получится в результате. Ну, наверное, как вообще в любой акварели. Акварель настолько непредсказуема. Ну, что-нибудь да получится, я думаю. Пусть клевер еще тут выглядывает у нас. Какие-то такие всполохи. Розовый, карминовая, плюс голубая и даже с ультрамарином дают очень красивые фиолетовые цвета. Я рисовала ими в моем мастер-классе на ютубе, в сегодняшнем мастер-классе. Можете посмотреть, какие классные там дают они переливы. Мне очень нравится это сочетание. Я им часто пользуюсь, когда рисую фиолетовые вещи. Ну, все, нужно сразу показать. Здравствуйте, запись урока будет. Если я успею дорисовать, конечно, будет. Но я думаю, успею. Сколько успею, столько успею. Ну вот, смотрите, что у нас получается. Там солнечная, не солнечная она. Здесь она солнечная, но можно добавить просто уже зеленого практически без желтого вниз. Опять же всполохами, чтобы показать, что у нас верхняя часть работы, она более освещенная, чем нижняя. Здесь все высохло у меня. Так неинтересно. Надо все-таки лучше лист подготавливать изначально. И чтобы он прям в воде у нас хорошо вымочился, промок весь. Так, и вот эта ромашка, она получилась сильно в фокусе. Я сейчас вот так вот возьму и вот так ее немножко смою. Нечего ей быть такой в фокусе. То она выбивается из общей массы ромашечной. В общем-то вот.
может быть, грубовато получилось. Какие-то вот здесь моменты. Но делаем скидку на то, что у меня лампа все засвечивает. Вот. Я сейчас все-таки, наверное, перевешиваю камеру вот сюда. Вот так. И маленечко сердцевинки покажу. Сердцевинки ромашки. Обратите внимание, я работаю одними и теми же цветами, не добавляю новых. Сердцевинка кадмия желтый. В чистом виде. Потом уже можно добавить каких-то теневых моментов. А можно и сразу. Они красиво расплывутся. Опять же, это первый слой. После просыхания мы будем уточнять. И не надо пугаться, что ой, тут ничего не понятно. Я порой вот начинаю рисовать. Думаешь, елки-палки, что за мазня получается. Ну а потом, когда вторым слоем проработал, вроде как и нормально все. И вот те ромашки, которые хотелось, но они расплылись, их тоже можно вторым слоем выделить. Благодаря тому, что это хлопок, вполне это можно сделать. Возьму кисточку поменьше из колонка. Так, еще меньше надо выбрать. Вот такое. И все-таки добавлю чуть-чуть теневых моментов в сердцевинки ромашек. Что для этого можно использовать? Можно намешать из текущих цветов. Там синий, красный, желтый дают сероватый оттенок. Можно их смешать. Но я не хочу этого делать, поэтому я возьму капельку сепии. Вот такую синенькую. Тоже от Невской палитры у меня сепия. Вот такая. И пока у меня желтый влажный, и чуть-чуть синенького в него, вот чтобы он такой получился, какой-то коричнево-серый. Ну вот так вот. Сильно светло, значит надо поярче взять. Видно вам, не видно, не знаю я. То есть у них у основания наших ромашек нижняя часть, она вот такая вот теневая, поэтому ее надо показать, что она вот такой формы, иначе будет плоский вырезанный овальчик. И сразу же от этого овальчика можно пустить лучики. Желтенькую вот сюда добавлю. Лучики. Плохая кисточка, надо взять тоньше. Так. Ну, возьму. Раньше так не любила, у меня Эскода это так долго лежала, Эскода Перла, все ее так хвалили. Мне она абсолютно не понравилась, я ее все купила, и она у меня лежала. Потом думаю, ну что же она лежит, надо ее освоить. Вот этим же цветом, ну и в общем-то нормальная она, можно рисовать, оказалось. Можно вот кое-где лучики вот такие вот сюда прорисовать. Очень тонко, бережно. Но у нас не везде они вот так вот сливаются, белые лепестки. Поэтому можно чуть-чуть кое-где их показать. Но без фанатизма. И хорошо, если у вас сердцевинка уплывет немного в лепестки. Это будет очень даже на руку. Пока все влажно, я это и делаю сразу. Лепестки будем еще затенять, они не будут все белые, иначе это тоже будет аппликация из офисной бумаги и будет не живописно и вообще, как будто это все просто вырезано и прилеплено. Ну, на данном этапе можно вот так вот их маленечко прорисовать. Вот как можно вот это все запланировать, нарисовать в эскизе и потом вот отобразить. Оно вот само. Можно вообще вот так побрызгать, и вот здесь будут красивые пятна. Даже несмотря на то, что это хлопок. Как растечется, мы там потом и подчеркнем. Тоже клевер, где он там растекся у нас, как он там потек.
можно его потом подчеркнуть, где-то добавить, где-то оставить пятнышком. Ну вот, в общем-то, акварель такая, что, наверное, сильно подробно-то и не расскажешь, как это, что, зачем делается. Ну, плюс, простите меня, пожалуйста, вот такой у меня свет. Она классная лампа, она яркая, все. Но вот на камере бликует и получается вот что-то вот такое не очень удобочитаемое. Пока сохнут ромашки. Так, вот здесь я еще не сделала. Угу. Ну-ка, если я вот так поставлю. Ой, так вообще плохо. На маленьком формате, когда рисую, ну, видите, проще. Ставлю телефон. Опа, все видно. Так, вот так вроде нормально. Вот здесь вот еще у ромашки не прорисовала лепесточки. И пока сохнут ромашки, можно поработать с созданием. Ну вот. Созданием. Здание тоже, опять же, как я и говорила, не главный, не основной объект наш. Поэтому мы его не будем сильно мучиться прорабатывать. Те же самые цвета. Оно у нас на фотореференсе, посмотрите, оно темненькое. То есть оно темнее остальных объектов, и лишь одна сторона освещена солнышком. Так этим же я воспользуюсь и здесь. Спасибо. Мне не очень, на самом деле, нравятся вот эти угловатости в ромашках. Хотелось плавности. Ну ладно, уже будет так. Можно потом маленечко подправить. Вот можно, пока она влажная, вот так еще поделать. Такие безобразия. Размыть. Но раз у меня сегодня быстрый, такой скетчевый пейзаж, я не буду заморачиваться. Так, итак, здание. Работаю все теми же цветами, смотрите. Вот все на палитре у меня. Ультрамарин, розовый, ой, не розовый хинокритон, сегодня карминовая. И кадмий желтый. Так что я беру. Но оно у меня больше фиолетового, поэтому я беру больше ультрамаринчика. Вот сразу сюда. Купол у него деревянный. Немножечко такой состаренный. Поэтому что я делаю? Фиолетовый мне чисто не нужен. Я беру и добавляю сюда вот этого желтенького. Смотрите, видите, какой получается? Коричнево-синеватый, что ли, цвет. Поэтому вот таким цветом я сейчас заливаю мой купол. Побольше водички. Здесь у меня солнце на нем не отсвечивается. Я смело весь треугольничек акварелькой заливаю. Не заливаю все, потому что там у меня будут оттенки медовые такие, солнечные. Я их оставлю, я их отдельно потом проработаю. Но опять же, все одним цветом некрасиво, неинтересно заливать. Где-то добавляю воды. Так, что-то я вылезла тут немножко. Где-то я добавлю, пусть немного, все-таки больше из желта. Чем хорошо бы не брать готовый серый. Можно было какую-нибудь серую пену, я не знаю, взять. Но не надо этого делать, если хотите прям, чтобы живописно было. Лучше смешать цвет, тот же фиолетовый, как я рассказывала в сегодняшнем мастер-классе, и им уже работать, потому что им можно варьировать этот цвет. В сторону синего могу я пойти. Могу пойти в сторону желтого или розового. Маковка будет отблескивать немножечко отблеск желтенького. Давайте я ее не заливаю. Так, еще такой же цвет вот здесь. Я его тоже сюда же пускаю. Вот так. И он у меня должен, самое тут интересное, он должен раствориться в траве. Поэтому я что делаю? Я вот здесь заливаю. Как удобно, что у меня на палитре уже все мои использованные цвета. Я туда макнула, сюда макнула, и получился цвет нужный. Спасибо, нежно получается. Ну, нежно, надеюсь, что нормально получится в итоге. Посмотрим.
и я увожу на воду. То есть я должна сделать так, чтобы у меня в траве это все дело растворилось. А, стоп, там же еще домик у нас, хотела я еще крышу показать домика. Так, это тоже не освещенная сторона, поэтому вот сюда в тени можно больше синего добавить, фиолетовый получится такой. Сюда пойдет больше желтого. И травка у нас неравномерно нарастет, поэтому я вот так вот траву посмочила и водой соприкоснулась с моим слоем. Смотрите, как у меня получилось плавно. У меня не получилось очень четкого такого стыка здания и травы. И поэтому у меня плавненько перешло вот сюда. Можно показать, что там еще одно здание, а можно не показывать. В принципе, не обязательно. Траву потом поверх мы еще будем уточнять, то есть не будет совсем так абстрактно. И немного медового, то есть вот там на фотореференсе отблеск идет солнечный. Поэтому я тоже здесь хочу этот отблеск показать. Я беру, мне очень нравится для вот таких цветов, оттенков использовать сиену натуральную, поэтому я не буду. Можно взять желтый кадмий, то есть не заморачиваться и кадмием желтым это все здесь делать, с розовым. Но я хочу взять сиену натуральную. Она от Миджелла у меня, и она вот такая очень красивая, медовая. Прям вот смешивать ничего даже не придется. Я беру и вот так показываю вот здесь стеночку. Вот здесь у меня. Можно на маковку сразу ее пустить. Интересно так. Телефон, он делает цвет более каким-то насыщенным, что ли. На самом деле более приглушенно у меня тут. Так. И сюда продолжаю. Работа здесь у меня уже не освещено. Вот я не прорисовываю архитектуру прям один в один. У меня нет такой цели, тем более, когда это не основной объект в моей работе. То есть я показала, что да, там какая-то вот такая башенка. Не более того. И вот эту вот, не знаю, верандой-то да, не назвать, какой-то как балкончик там. Я тоже сейчас покажу. Он тоже там такой медовый, поэтому я возьму мою же сиену натуральную и добавлю капельку сепии. Вот так вот будет он там. Вот эти стойки надо обойти, они беленькие останутся. А внутри немного подсветить моей сиеной натуральной. Вот так примерно. Побольше сиены капну и заливаю. Если на целлюлозе рисуете, имейте в виду, стыки будут. Это я тут так раз, хлопок он держит дольше в разы, поэтому я более вальяжно работаю. Когда я на целлюлозе, я машу кистью, как угорелая. У меня тут капли летят во все стороны, брызги. И чуть-чуть прям капнула желтенького, чтобы показать, что там вот оно подсвечено. Так, солнышко тоже туда попадает. Можно, кстати, вот здесь тоже. Нет, оно сейчас мокрое, некрасиво. Плоский купол, значит, добавляю. Колокольня там. Угу, колокольня. Да, конечно, я постараюсь сохранить. Колокольня. Ну вот видите, буду знать, что это колокольня. Красота. У нас такого нет. Я вживую таких штук не видела. У нас есть в церкви колокольня, но она выглядит совершенно по-другому. Купол добавлю немножечко теми же. Вот она у меня уже засохла, но теми же самыми. Ультрамарин плюс розовый хинокридон. Плюс у меня там была желтенькая. Можно взять эту же сиену.
такой серо-голубой цвет. Добавлю, тут у меня какие-то такие, ну это же деревянное, видимо, здание, поэтому на нем такие вот штуки. Ну, намеки на них, опять же, не прорисовываю все. А хотя один вот этот сегмент хочется прям сделать потемнее. Можно даже вот такими полусухой кистью намек на то, что это вот деревяшечки. Маковку тоже ее надо, она у меня совсем размылась, бедненькая, надо ее проработать. То же самое ультрамарин, розовая, чуть-чуть желтенькая. Можно сепию сюда же, чтобы вообще было темнее. Это что-то она не совсем прозрачная. И вот так ее с одной стороны особенно. Так прорисую немножко. Вот. Вот получается вот такая история. В окна сейчас доработаю сразу, чтобы у меня уже было здание вот это готово. Так, затемняю. Все теми же цветами на палитре. Палитра у меня уже в кадр не входит. Так. Здесь у нас тень от козырька такая, поэтому я смело здесь темная. Прям я взяла много ультрамарина. Ну и что у меня там было, в общем-то. Уже не проговариваю, потому что все работает ультрамарин, розовый хинокридон, желтая и чуть-чуть сепии. Там тоже в этой часовенке какие-то объекты, возможно, и там потолок виднеется с этого ракурса, поэтому я делаю намек. И вот эта белая рамка, она тоже должна у нас быть проработанная. Там маленький такой заборчик, поэтому я теми же цветами я вот здесь этот заборчик должна оставить белым. Ну или потом немножко затонирую, он белым не может быть в тени. Я вот так вот показываю, что это заборчик. Не хотела прорисовывать здание, а вот руки так и тянутся. Вот тебе, пожалуйста, и фокус на цветах. Вот так вот. Сверху эта вот штука затенена, то есть тень на нее падает. Поэтому я тоже возьму слегка голубоватый и вот так ее прям затеню. Она у нас не должна быть белая. Она в тени. Можно даже прям посмелее ее в тень пустить. А можно, вот когда мне не хватает теней, я добавляю индиго. Вот такая у меня мания. Я люблю индиго. Я беру индиго. Можно чуть-чуть сепии. И вот так вот сюда пускаю. Где-то здесь тоже. Главное вот здесь в данном случае смотреть на референс, потому что я понимаю, что вам сейчас рисовать не получится, не глядя на то, что рисуешь. Поэтому лучше, конечно, заскринить референс. Он у меня есть в сторис. Если решите этот сюжет рисовать, то, конечно, надо воспользоваться. Ну вот, и нижнюю часть также слегка можно проработать теми же оттенками. Здесь у нас наиболее темная, значит, я прям смело пускаю в такие темные пятнышки. И плавно оно должно вот сюда растворяться. Плавненько. Можно водой пустить, можно вот так вот сделать имитацию того, что это у нас деревяшечки, они деревянные. Все. Вот, если домик этот тоже нарисовать, то и там показать надо, что там тоже у нас какие-то такие моменты светлые. Очень бело. Надо немного затонировать. Не переборщить. Прям вот так поверх. Спасибо прозрачной акварели. Она нам позволяет это делать. Прям можно ультрамарином. Это просохло, и мы так вжик-вжик
И вот уже в тени это все дело получилось. Все, смотрите, созданием все. Можно поработать теперь с цветами, которые замечательно все просохли. Опять перевешиваю сейчас свой телефон. Вот так. И прорисовываю ромашки. Я начну с ромашек, потом перейду на траву и на клевер. Клевер в траве будет теряться, поэтому я одновременно с травой буду рисовать. Ромашки сейчас очень плоские, поэтому мне надо посмотреть, как выглядит ромашка. Но я их уже знаю как облупленных, поэтому рисовать могу ромашки с закрытыми глазами. Ну, примерно вот то, что есть. Мы просто должны добавить фактуры в серединке. Мы берем, по-хорошему палитру можно было уже и помыть, потому что вот эти цвета уже не понадобятся. Мы берем на желтенький, добавляем каких-то вот таких, а может и не надо палитру мыть, коричневатых, и смотрим. Очень здорово еще синеватых добавить в сердцевинки ромашек. Они будут зеленоватый оттенок давать, так и есть. И какую-то фактуру. У них там еще выемочка вот такая есть. Можно тоже ее показать. Вот уже она приобретает более логичный для ромашки вид. Можно в желтый добавить чуть-чуть ультрамарина. И он даст вот такой зеленоватый оттенок. Спасибо, Мария, очень приятно. Ольга, эфир будет в записи, как красиво выходит, но только домой вернулась. Да, будет в записи, я думаю. Я думаю, что я его успею. У меня дети молчат, молодцы. Поэтому я думаю, что я его дорисую. Видите, тем более такой он несложный. Небольшой, не то, что может и несложный. То есть смотря какой уровень владения акварелью. Но он небольшой. И по формату небольшой, и по наполненности. То есть нету тут каких-то таких сильно проработанных мелких деталей. Вот. То есть ромашки, они отличаются тем, что у них желтая серединка, она сферической немного формы, поэтому мы здесь делаем затемнение. И у нее есть небольшая такая, как ямочка, вот в серединке. Но раз мы их видим под углом, в таком овале, значит и ямочка будет тоже такая немножечко овальная. Можно добавить фактуры. То есть взять какой-нибудь полусухой кисточкой и вот так вот повжикать. Видите, вот фактура вам, пожалуйста, экспериментировать. Можно сколько угодно. Можно не добавлять, можно делать их текучие, как вот какой-нибудь там, не знаю даже где показать, у меня таких и нет. И все, вот так вот все ромашки я прорисовываю. Ну, не все. Внизу не хочу прорисовывать, пусть они будут в расфокусе. Ну и здесь тоже где-то они там потерялись среди листвы. Ну и пусть они там будут затерянные. Так, листву ромашек тоже надо затенить немного, как вот мы здесь делали. Поверх белого я прозрачненьким слоем добавила ультрамарина. Но здесь голубые совсем ромашки не нужны, поэтому чуть-чуть розового, чуть-чуть желтого и вот каким-то таким серо-голубым цветом. Не все листочки около, вот опять на натуру можно посмотреть, около серединки они бывают темненькие, потому что они как бы туда вовнутрь загибаются. И за ромашкой тоже они могут быть тонированные такие. Если где-то, может быть, листик на листик заходит, тоже он сразу раз в тени окажется, значит, тоже его можно затонировать, но не переборщить, чтобы они свою легкость, свежесть не утратили. И вот иногда мне нравится делать вот здесь вот от серединки тень. Я возьму все-таки сепию. Солнечный рисунок получается, да. Ну и фотореференс очень солнечный, он меня этим зацепил. Там такой рассвет. Мне так нравится это время. Я жаворонок, я вообще люблю очень рано вставать.
Для меня рассвет это вообще близкая очень тема. Поэтому мне и рисунок этот, вернее, фотография эта Петра, она вот прямо меня остановила мой взгляд. Думаю, ах, надо срочно нарисовать. Чуть-чуть размываю. То есть вот тень от сердцевинки, она идет и на лепестки. Поэтому вот эти лучики-то я сразу прорисовывала, они в любом случае будут. Хочется еще вот здесь затемнить, поэтому добавляю еще сепии, желтенького, водички. И еще затемняю. Индиго. Такая жгучая смесь получается. Но зато неповторимая. Такого цвета в готовой акварели не найдешь, а замешать мы можем чего только не получится при этом. Сильно четкого контура не надо. Я под рукой всегда держу, не салфетку, уже рассказывала, тряпочку тонкую хэбэшную. Об нее лишнюю воду, когда особенно рисую синтетикой, она прямо очень мне нужна. Я вытираю лишнюю воду об нее. Видите, она сразу раз такая объемненькая стала, поэтому вот эти моменты не боимся, выделяем. Основание у ромашек. Прям возьму индиго. Она здесь классно получается. Индиго. Капельку сепии. И воды не переборщить. И вот так вот. Можно фактурой показать. У нас там же ромашки, они из миллиона таких маленьких соцветий. Их сердцевинки состоят, серединки. И можно эту фактурку тоже показать. И на лучики уходим. Чтобы у нас ромашка с нашей сердцевинкой, она сочеталась. Иначе она будет отдельно приклеена. Как в детской поделке для мамы на 8 марта. Ой, поделку надо делать с детьми. Вот и здесь тоже немножечко. И водой размыть. Ой, видите, вот я не вытерла кисточку, у меня сразу хопс, тут лужа такая. Ну, в этом плане синтетика вот такая. Поэтому я все-таки колонком, когда работаю, я прям расслабляюсь. Синтетика, она держит в тонусе. Ну, в некоторых моментах. В маленьких работах, в принципе, синтетика хорошо. Все, здесь уже у нас менее проработанные пошли ромашки. Я пока их трогать не буду. Можно на самом деле до бесконечности уточнять, что-то показывать. Но так как у меня времени мало всегда, у меня это спасает, и я работаю не перегруженной какими-то деталями. Так, зелень и клевер. Я немного с палитры смою. Вот так прямо. У меня баночка всегда большая с водой, я не пользуюсь стаканчиком. Банка у меня на 800, наверное, миллилитров, поэтому мне воды хватает на всю работу, и я обычно ее не меняю. Клевер. Ну вот на фотореференсе, не буду телефон трогать, он почти не виден, не проработан. Я хочу немного все-таки показать кое-где, что наш клевер это клевер. Поэтому я выбираю тот же розовый, господи, хочется мне сказать розовый хинокридон, карминовую, вот она. Можно, кстати, добавить розовый хинокридон, он более холодный, видите, он такой более малиновый, что ли. Можно просто в карминовую добавить чуть-чуть ультрамарина. То же самое, в общем-то, получится. И наш клевер маленько, хотя бы парочку цветочков показать. Опять же, клевер я рисовала уже много раз. Из натуры я помню, как он выглядит. Поэтому мне референс-то, в общем-то, особо не нужен. Я его рисую так уже по памяти. Но если рисуете клевер, например, не очень уверенно, то лучше посмотреть, чтобы у нас клевер был похож именно на клевер. Так. И темноты добавить можно все-таки в розовую капельку ультрамарина. И вот сюда фиолетовых всполохов. И потом по сухому можно, конечно же, и нужно клеверочек затемнить.
Так, и можно сразу ему вот какой-нибудь зеленушечку сразу бахнуть и растворить. Так, один клевер есть. Сейчас я быстренько еще какой-нибудь вот сюда уточню и сразу же перейду на зелень. Я хочу, чтобы мой клевер с зеленью подружился, размылся и смотрелся гармонично. Иначе у меня тоже они будут прям сильно вляпанные, такие как приклеенные. Не хочу такого. Вот там он выглядывает из-за травинки у меня. И сейчас я возьму зеленых. Так. Вот такой, наверное. Буду добавлять зелени. То же самое. Мой зеленый плюс кадмий желтый. Кое-где просто зеленый, кое-где с кадмием. Здесь у нас будут травинки. Я пока там не буду трогать. А вот сюда хочется каких-то уточнений добавить, то есть каких-то всполохов травяных, которые дадут простор для воображения. Ой, и воображение зрителя, который будет эту картину наблюдать, оно само дорисует, что там, какая травинка куда пошла, где там что переплелось. Но примерно я, конечно, все равно представляю, как и что у нас идет. Здесь потемнее можно сделать, ромашку на передний план вытащить. Вот здесь вот тоже сейчас я рисую вот эту ромашку, которая у меня размытая. Ее, в общем-то, тоже можно сейчас на передний план. Самое время, если хотите, чтобы она тут тоже была у нас, то можно ее вот сейчас вторым слоем показать. Но она такая будет не белоснежная, ну и ладно, она в тенечке у нас там запряталась. Не все же ромашки высунулись на свет. Можно ее сейчас сделать. Кое-где просто вот так водичкой. Раз-раз я. И сделала какой-то, ну, живописный ляп. Какую-то кляксочку. Почему нет? Сюда вот смотрите, просится клевер. Пожалуйста, клевер, пусть он здесь растет на здоровье. Надо давать себе свободу. Не делать там, не знаю, как по раскраске, по шаблону. А пусть там как-нибудь побежит акварель не туда. Она не может, ну не туда, кстати, побежать. Побежала, ну значит так и надо. Мы просто это подчеркнем. Вот здесь вот ромашка, она сама появилась. Почему бы ее не подчеркнуть? Или вот здесь клевер. Ну захотел он там быть. Легла так, легло пятно акварели. Мне там увиделся клевер. Ну подчеркнем, пусть он там растет. Так. Вниз я буду уходить на чистый зеленый. Ну где-то, может, чуть-чуть розового добавить, чтобы он такой у нас не был прям совсем из палитры однотипным, неинтересным. И кое-где всполохи здесь можно добавить. Там же у нас тоже какие-то травинки такие темненькие. В паре две кисти у меня в паре работают очень часто. Это удобно. Одна может быть с водой, например, одна может быть с краской. Или одна с краской, другая тонкая. Одна потолще, другая потоньше. Очень удобно. Нет, вот здесь, смотрите, раз мне не нравится темная, значит я, хопс, вот так вот и убрала. Говорят, акварель нельзя поправить, в раке можно. Нельзя поправить, когда она уже подсохнет. Тогда, да, ну тогда уже все, надо смириться с тем, что есть. Когда вы рисуете, если это делать быстро, довольно-таки, то можно все поправить, можно стереть, и даже не на хлопке. То есть это дело не в хлопке. На целлюлозе еще проще все можно стереть. Даже когда подсохнет, смотря какая целлюлоза. Ну а на хлопке, вот когда она во влажном состоянии, ну прекрасно все стирается. Розовеньких, то есть по ходу, да, как я и говорила, зелень вместе с клевером. Где-то там еще выглядывает у нас. Где-то размыть, чтобы у нас оно так сочеталось.
Травинки тоненькие я буду рисовать потом. То есть вот здесь я потом буду рисовать. Сейчас я центр проработаю. А здесь тоже расфокус, я ничего делать не буду. Можно, кстати, вот так намочить. Раз это хлопок, будем пользоваться благами цивилизации. Вот так намочим и добавим уже по-сырому темноты. Отступаю от ромашки, знаю, что затечет, поэтому здесь пусть светлое останется или не останется. Не соображу пока. Ну ладно, потом можно всегда доделать. И клевер тоже надо затемнить, несмотря на то, что у нас в расфокусе. Значит, я беру розовую карминовую свою, беру ультрамаринчика и можно чуть-чуть зеленый. И затемняю вот так, пока оно влажное, а где-то уже не влажное. Рисую я уже стоя, потому что вообще мне бликует, я ничегошеньки не вижу. Поэтому в следующий эфир я буду выходить опять с открытками, чтобы не мучиться. Совсем я не вижу. Открытки они маленькие, и я легко могу поймать угол, чтобы мне было хорошо видно, и у меня лампа не бликовала. А это побольше, и все. Так, нет, здесь тоже, здесь пусть темная какая-нибудь зелень будет. Вот у меня легло пятно вот так, я его выделю. Там будет, значит, какая-то травиночка с розовеньким. Зеленый с розовым дают очень-очень натуральную такую зелень. И водичкой чуть-чуть. Ну вот. Еще темнее можно добавить зеленушек. Зеленый плюс розовый. Сполохи какие-то еще поверх вот этого не просохшего. Там, может быть, у меня какие-то травиночки, которые должны быть в расфокусе. И я поэтому их сейчас рисую. Те, которые в фокусе здесь, они будут потом. Можно взять вот такую кисточку и вообще оторваться по полной на траве. Смотрите, я показывала тоже. Вообще ей траву рисовать наслаждение одно. Желтенького. Ей краску неудобно набирать, а вот рисовать замечательно. Краску набирать лучше какой-нибудь другой кистью. Травинки пойдут вот так, они тоненькие получаются. У меня такая синтетика. И вот такая, это тоже Белкомикс, как я рисовала Посейдоном. Это тоже Посейдон. Она как беличья, мягкая-мягкая. Клевер еще буду прорабатывать. Он у меня не очень. И вот здесь зелень у меня совсем потерялась. Поэтому что я делаю? А что я делаю? Надо поменять воду, потому что мне сейчас надо все это смочить. Здесь сделать более такой желтый-зеленый. Ладно, будем работать уже чем есть. То уже времени, наверное, очень много прошло. Вот так поверх смачиваю. И чтобы стыка не было, ухожу на небо чуть-чуть. Вот так, не буду сильно небо смачивать. И добавляю сюда зеленый. И щедро добавляю кадмия желтого. Прям солнечно, чтобы у нас был вот такой. Так, толсто немножко кистью. И сейчас тоненькой. Надо тут понимать, что раз у меня влажно, значит у меня все хорошо растекается. Ну, тут травинки, которые... Кстати, хотела елок нарисовать и совсем вообще про них забыла. Ну ладно, не судьба. Елки будут у меня в другой раз. А сейчас травинки.
травинки у меня пойдут вот сюда. Хопс. На них будут еще какие-то такие пимпочки. Как они называются, я не знаю. Такие метелочки. Можно травинки сделать и с розовым. Так. Можно, чтобы они ушли на часовенку. На ромашке частично тоже можно. Пусть. Я, видите, моя ошибка, если сделала сильно большой пласт зелени без цветов. Надо было туда еще цветов. Ну ладно. В общем, такой экспромт пусть будет таким. Можно закрыть каким-нибудь множеством травинок. Травинки у нас не солдаты, они у нас могут пересекаться. Могут надламливаться. Это тоже интересный такой, не живописный, а, ну, короче, это даст такую натуральность. Поэтому не рисуем их все в одном направлении. Как рука дрогнула, туда и пошли. И, конечно, травинки будут еще вот сюда идти, и вот здесь они будут. Но здесь их надо потемнее рисовать. Розовый добавляю, видите? Зеленый и розовый, они такой дадут благородный травяной цвет. Поэтому я вот такие работы люблю рисовать, не торопясь, в несколько этапов. Точнее, ну как бы я быстро рисую, но я могу отойти, часик позаниматься какими-то другими делами, потом подойду, посмотрю, что-то еще, наверное, надо добавить, а может быть так оставить. Видите, как здесь светло сильно получилось? Значит, надо травой замаскировать. Ну-ка, может быть, вот так сделать. Боковой поверхностью синтетики, она жесткая. Делаю фактуру. Тоже имитация того, что там трава. Не перебарщивать. Если что-то не получилось, сюда можно подразмыть. Вот такие дела. Ну, в общем-то, вот. Можно до бесконечности еще тут прорабатывать, подрисовывать. Но я, наверное, буду закругляться. Завтра я еще свежим взглядом посмотрю на работу. Добавлю, может быть, какие-то детали. Прорисую еще. Сейчас прорисую все-таки. Мой клевер. Но уже видно, что работа получается летняя. Вот зеленого побольше взяла. И розового сюда же. Чуть-чуть карминовой своей же. То есть все те же цвета, которыми я работала. И сделаю, что здесь тоже у нас есть какие-то травинки, былинки. Может быть, они вот так на ромашке заходят. Тоже классно. У нас трава не спрашивает, как расти, как в букет становиться. Поэтому оно везде у нас. И вот такие всякие метелочки там у нас тоже поют в хоре. Если сильно твердо, если сильно ярко получилось, можно всегда промокнуть либо салфеткой, либо тряпочкой, либо водой просто взять и убрать. Ну вот. Ну что? Я ж клевер еще хотела подработать. Сейчас клеверок еще маленечко. Можно вот эти вот неровности, что я говорила вам, да, лепестки мне не очень нравятся, можно их вот так вторым слоем. Но не обрисовывать, а то у нас получится обвод. Кое-где зеленушечки добавить
и таким образом скорректировать вот эти неровности. Таким образом, раз, и на воду я ушла. Но не забываем, что раз это темнота, значит там что-то растет, мы добавляем дальше. Вот он, лепесток сюда пошел. Очень нежно и живописно. Нет предела совершенству. О, точно, золотые слова, точно. Можно вообще тут еще очень долго вырисовывать что-то, подрисовывать, добавлять штрихи из зеленого с розовым и так далее. Вот, мы уже, наверное, час рисуем. Но здесь вот четких не должно быть линий. Раз я решила, что не сработаю в расфокусе, значит и все должно быть довольно мягко. Как-то вот этот клевер у меня как будто на белом каком-то дырявом фоне. Все. Розовым доделываю клеверок. Спасибо большое за эфир. Спасибо вам за внимание, за то, что были сегодня со мной вечер. Вот, примерно немножечко показываю, что у клевера там такие, как чешуйки, что ли, как это назвать. Немножечко. Можно, кстати, его затемнить, он будет еще более эффектно выглядеть. Тот же самый индиго с розовым смешать. Он даст такой фиолетовый, но в то же время фиолетовый будет грязноватый. Но для тени, для теневой стороны, вот видите, оно будет самое то. Деликатно, немного, но он углубит цвет. Получится более. Сейчас я прочитаю комментарии, переключу камеру, чтобы меня было видно. И если есть вопросы, самое время их задать. Ну вот, хватит. Так. Вот что у нас получилось в потемках. Так, спасибо. Так, эфир сохранится? Да, эфир я сохраню. Надеюсь, что все получится. На YouTube загружу. Здесь очень хочется тоже попробовать. Очень красиво. Спасибо за эфир. Спасибо вам. Так, сейчас камеру переключу. Появлюсь в кадре на немножко. Свет меня засвечивает. Так. Спасибо вам, что были сегодня со мной. Порисовали мы в эфире. Я не знаю, сколько времени это заняло. Я думаю, где-то около часа. Получилась вот такая работа у нас. Я ее сфотографирую еще. Помещу на обложку в Instagram TV и загружу на YouTube. Пусть процесс там останется. Несовершенная работа, недоделанная, возможно, работа. Надо свежим взглядом посмотреть и, возможно, что-то еще дорисовать. Но уже есть у нее свой характер, свое настроение такое летнее, цветущее, которого уже хочется. Такое вот ромашково-клеверное поле получилось и небольшая часовенка за ней. Вот этот сюжет, который я вам вот показала, его можно интерпретировать по-разному. То есть то, что получилось, можно рисовать, как я говорила. А вот, кстати, смотрите, покажу вам еще. Мне понравилось очень. Референс я для себя сохранила. Вот такой вот сюжет. Ой, это мои гуси. Вот такой сюжет. Он тоже очень такой нежный. Тоже Петр Косых, автор фотографии.
я тоже хочу нарисовать, но мне кажется, я, во-первых, его кадрировала, он немножечко по-другому должен быть. По-моему, уже, да, кадрировала. И я хочу добавить какой-то сюда объект. То есть, возможно, какой-то, может быть, олененок там появиться хочет и так далее. Ну, вообще у него вот красивый очень кадр. Вот этот вот мне очень понравился. Видите, я немного сдвинула часовенку, тем самым поменяла композицию. Мне кажется, так вот выглядит оно лучше. Вопросов нет, вижу. Если будут вопросы в комментариях, пожалуйста, к видео задавайте. Всегда отвечаю легко и красиво. Да, это несложный. Это несложный пейзаж. Ромашковый рай. Повторить работу можно. Я буду очень рада, если повторите работу, и если привнесете в нее что-то свое, это будет очень классно. То есть какие-то, может быть, цветы другие, расположение ромашек. Вот я сказала, что у меня не получилось, на мой взгляд. Я сделала очень большой вот этот массив зеленый, его можно немножечко сократить. Если на задний фон рядом с этой часовенкой, на задний фон добавить елочек, которые тоже будут подсвечены солнцем, будет очень классно. Эфир сохранил, здравствуйте. Поэтому, если повторяете работу по тег марафона, я там писала тег марафона нашего, марафон «Любимые цветы». Арт Вив свекла, рисую со свеклой, я тоже написала этот тег. Среди всех, кто рисует по моей теме, дикорастущие цветы, это лесные цветы, это полевые цветы, не садовые. Я, наверное, рандомно разыграю, скорее всего, книгу для творчества, от творчества, от МИФ. Вы рисовали? Да, я рисовала, записи сейчас выложу. Всем хорошего вечера или дня. У нас уже 9 час вечера, поэтому у нас день уже на закате. Всем хорошего времени суток. Буду теперь выходить в эфир не с такими работами, а с более маленькими зарисовками, потому что, честно, рисовать сложновато при таком освещении. Все, всем спасибо за внимание, всем пока.